Всем привет! С каждым новым Oppo линейки Reno я жду, когда компания посмотрит на рынок и сделает в среднеценовой нише аппарат, достойный звания бестселлера. Но пока никак. Вообще, сегодняшний герой обзора Reno 7 как будто сделан маркетологами, а не инженерами, при этом назвать его плохим никак нельзя, а вот дорогим вполне. Ну а теперь подробней, поехали! Начнем с цены. Производитель хочет выручить за каждый проданный смартфон 28 тысяч рублей на момент обзора. Правда, во многих магазинах можно найти и скидки, причем весьма существенные. Oppo – это премиальный бренд BBK, но учитывая, что веса как такового он в России не имеет, обычному покупателю порой сложно объяснить, почему родственный Realme с намного более крутыми характеристиками стоит дешевле. Далеко ходить не надо, хороший пример – Realme 9 Pro Plus. Вот именно поэтому я в начале ролика и сказал, что смартфон создан маркетологами. Вложились они явно больше во внешний вид. И смартфон красив, разве что поругаю его за довольно внушительный подбородок спереди. Сзади же, в зависимости от цвета, спинка может иметь разные материалы. Ярко-оранжевый новый материал Fiberglass Leather, а черный Oppo Glow, который мы уже видели в предыдущем поколении Reno. На тесте, естественно, новинка, которая эмулирует текстуру кожи. По факту это, конечно, пластик, но сила убеждения творит чудеса, и вручая смартфон знакомым со словами «смотри, какая кожаная спинка», утверждение воспринимали как истину. Правда, и в обратном случае работало так же. Скажешь пластик, и никто кожу уже на спинке устройства не увидит. Материал интересный, в любом случае красивый, и именно из-за него я умышленно носил смартфон без чехла. Грязнится он при этом как настоящая кожа, но важные салфетки быстро решают эту проблему. Здесь же сзади есть и второе интересное решение – диодное кольцо уведомления. Выглядит красиво, но как часто вы кладете смартфон экраном вниз, при наличии нормальных уведомлений на Always On Display? Выглядит как фишка, которая должна удивлять посторонних и привлекать взгляды прохожих, но никак не помогать самому владельцу. То же самое по большому счету применимо и к нашумевшему Nothing Phone. Красиво, но бессмысленно. В остальном корпус сделан из крашеного пластика с плоской рамкой, можно даже поставить смартфон вертикально. Эргономика хорошая, а скользит смартфон в руке не сильно, особенно это заметно после Huawei P50, который был у меня на тесте до Oppo. Стерео тут нет, зато есть 3,5 мм джек и какая-никакая защита от воды, точнее от брызг уровня IPX4. В остальном это типичный смартфон суббрендов BBK с разнесенными по сторонам качелькой громкости и кнопкой включения. Даже размер экрана тут классические 6,4 дюйма. А вот лоток для сим-карт здесь царский, который позволяет работать одновременно и двум сим-картам и вставить карту памяти microSD. Сам же дисплей тут неплохой, но звезд с неба не хватает. Он ничем не удивляет и пускай имеет 90-герцовую развертку, использует ее редко из-за довольно скромных характеристик, но об этом чуть позже. Пошим. Не верьте горе-обозревателям, пускай вас не отпугивает высокий коэффициент пульсации, ведь ее частота выше 300 Гц, а это значит, что она не воспринимается организмом человека. И в данный момент на графиках и отдельном окошке справа вы можете видеть подтверждение моих слов по поводу герцовки шима. По максимальной яркости все тоже в порядке, более 800 люкс, так что даже под лучами солнца информацию на дисплее разобрать будет можно. Также на экране с завода имеется защитная пленка, что вкупе с имеющимся в комплекте чехлом и тестами Oppo в лаборатории, где они провели 28 тысяч мини-тестирований на падение, все это вселяет некоторую уверенность в прочности гаджета. Похвалю за подэкранный сканер отпечатков, вот тут он просто очень крутой. Скажу больше, после всех Pixel и Huawei P50 я впервые забыл, что значит много-много раз прикладывать палец для разблокировки. Скорость срабатывания высокая и точность работы тоже. Переходим к производительности. Вместо старого Snapdragon 720, который Oppo ставила в несколько последних Reno, здесь нас ждет новый дракон на более тонком техпроцессе и ниже классом. В данном случае это Snapdragon 680, поэтому в бенчмарках результаты даже ухудшились, особенно по части графики, которая досталась смартфону от старых 460, 662 и 665 драконов в виде Adreno 610, причем в последнем из перечисленных процессоров частота и видеоядра даже выше. Ну и понятное дело, бюджетный чипсет имеет модем без поддержки 5G. Не очень-то и надо, но все равно как-то обидно. За счет хорошей оптимизации программного обеспечения смартфон сложно назвать тормозом. Свою лепту, конечно, вносит и 8 ГБ оперативной памяти. Он предсказуем и очень стабилен, но учитывая текущий ценник, хотелось бы увидеть что-то чуть помощней. Плюс к этому упоминаемые ранее 90 Гц не работают во многих приложениях, смартфон тупо их не вытягивает. А прокрутка списков лагает из раза в раз при открытии приложений. Через пару секунд лаги уходят, но выглядит это все равно не очень.
Играть, соответственно, на смартфоне можно, но надо держать в уме, что не на максимальных настройках, зато не греется. Немного пройдемся и по программному обеспечению. И тут типичная ColorOS, которая под другим именем и с другими темами ставится и на смартфоны Realme. Интерфейс довольно близок к стоковому Android, разве что шторка уведомлений отстает на пару поколений. В остальном это, пожалуй, одна из лучших современных оболочек. Легкая, быстрая, не перегруженная. Расстраивает факт наличия неудаляемых ярлыков после первого включения. Все они могут быть удалены только после установки приложения из Store. Я понимаю, что это нужно сделать один раз, но одно очень известное место у меня подгорело очень сильно с этого всего. Зато родная звонилка умеет записывать разговор даже в нашем регионе, без всяких костылей. Еще один найденный минус – очень чувствительный автоповорот экрана. Стоит лишь потянуться большим пальцем к середине экрана, и картинка уже сменит ориентацию. Ну и последнее. Аппарат, используя кодек SBC для передачи звука по Bluetooth, демонстрирует довольно слабое качество. Исправляет ситуацию активация AAC, но удивительно, что тот же Huawei P50 показывал сравнимый уровень аудио и на SBC. Плюс к этому в настройках имеется неотключаемый улучшайзер Real Sound. Из-за него в тех же видео на YouTube голос ведущего часто шел как из бочки с ощутимым эхо. Будем надеяться, что все это исправится с обновлением. Камера. Рекламные проспекты, как обычно, обещают очень многого. Скажу кратко, имея на рынке в открытой продаже, пускай и серый, такой смартфон как Pixel 6a за 25 тысяч рублей, Reno 7 ловить нечего. Основная камера сдувается при недостатке света, ультраширика нет вовсе, зато производитель строил целый микроскоп. Пусть всего и 2-мегапиксельный, но довольно качественный, и вряд ли вы будете пользоваться им постоянно. Но вау-эффект однозначно присутствует. Вернемся же к основной камере. Сейчас у вас на экранах примеры фотографий. И их не так много, так как смартфон не располагает к активному использованию камеры. За все время тестирования я сделал не более 100 кадров, а это, надо сказать, очень мало. А из-за слабого процессора видео снимается и вовсе только Full HD с 30 кадрами в секунду, и качеством тоже не блещет. В общем, если с производительностью еще можно смириться, так как это вполне рабочий смартфон, то за камеру ставлю откровенный минус. А вот автономность очень хороша. Несмотря на далеко не рекордный объем аккумуляторов 4500 махов, выжать от 5 до 8 часов экрана в сутки легко. А можно растянуть и на пару дней с суммарными 4-6 часами. Вот тут слабый, но современный процессор уже сработал в плюс. В комплекте еще и идет зарядка на 33 Вт, которая заряжает смартфон чуть более чем за час. Наконец, подводя итоги, плох ли смартфон? Вовсе нет. Просто маркетологам Oppo нужно привлечь покупателя в России ценой, а не отпугивать его. Пока рядом на витрине будут находиться вдвое более мощные смартфоны по той же цене, Reno 7 вряд ли можно надеяться на хорошие продажи. У нас бренд Oppo не является премиальным, и доплачивать за него никто не будет. Но с ценой ближе к 20 тысячам рублей я однозначно могу его советовать, так что ждем на скидках. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.